С вами канал Фронтовая кинолетопись, и сегодня вашему вниманию уникальные кадры хроники разгрома окруженной в Сталинграде армии Паулюса в ходе операции «Кольцо». К началу января 43 года соединения и части немецкой 6-й армии были надежно блокированы на земле и с воздуха. Несмотря на неудачу операции по спасению окруженной сталинградской группировки, немецкое командование решило удерживать район Сталинграда во что бы то ни стало, чтобы сковать советские войска и дать возможность своим частям отступить с Северного Кавказа на Ростов. Ставкой был подготовлен план по уничтожению окруженной группировки, получившей кодовое наименование «Кольцо». Ликвидация окруженного противника была возложена на войска Донского фронта Рокоссовского, в состав которого из Сталинградского фронта были переданы в качестве усиления 57-я, 64-я и 62-я армии. Войска Рокоссовского насчитывали 282 тысячи человек личного состава, 257 танков и около 7 тысяч орудий и минометов. Окруженная немецкая группировка еще сохраняла боеспособность и перед началом операции имела в своем составе около 250 тысяч человек. Однако морально-психологическое и физическое состояние окруженных войск было крайне тяжелым. Несмотря на безысходность положения, из Берлина продолжали поступать телеграммы «стоять до конца». Для нанесения главного удара привлекались войска 21-й, 65-й и 24-й армий. Ведущая роль отводилась 65-й армии Батова. Она должна была наступать в центре построения ударной группировки. 8 января командование Донского фронта предъявило ультиматум с требованием прекратить бессмысленное сопротивление и принять условия капитуляции. Однако Паулюс отклонил предложение советского командования. И утром 10 января 43 года войска Донского фронта перешли в наступление. 7 тысяч орудий, ракетных установок и минометов вели ураганный огонь по немецким позициям в течение 55 минут. Земля буквально гудела под железным градом. Стрельба орудий слилась в сплошной раскатистый глухой грохот. К исходу первого дня наступления на ряде участков оборона противника была прорвана на глубину до 8 километров. Наибольшее продвижение имела 65-я армия. Вечером 10 января командующий группой армий Дон докладывал Гитлеру. 44-я и 76-я пехотные дивизии понесли тяжелые потери. 29-я моторизованная дивизия имеет только отдельные боеспособные части. Нет никаких надежд восстановить положение. Оставлены Дмитриевка, Цыбенко и Ракотина. 11 января войска Донского фронта, преодолевая сопротивление отдельных боеспособных частей противника, продолжали продвигаться вперед, и к исходу 12 января главная ударная группировка фронта вышла на реку Россошка. На направлении удара войск 64-й и 57-й армий была прорвана оборона противника на реке Червленая, и советские войска продвинулись здесь на 8 километров. Попытка немецкого командования задержать дальнейшее продвижение советских войск на своем втором оборонительном рубеже не имела успеха. 13 и 14 января войска Донского фронта проводили перегруппировку сил и утром 15 января возобновили наступление. К середине дня оборона немцев была прорвана, и остатки 6-й армии стали отходить к развалинам Сталинграда. В ночь на 16 января был потерян аэродром «Питомник», который принимал грузы для окруженных войск. Преследуя отходившие части немцев, войска Донского фронта к исходу 17 января вышли на линию Большая Россошка, Гончара, Воропонова, где встретили яростное сопротивление немцев на подступах к городу. На усиление танковых войск фронта 16 января был направлен 48-й отдельный гвардейский танковый полк Теглова, который был передан в подчинение 21-й армии. Подготовка атаки последнего рубежа на подходе к городу продолжалась 4 дня. Основная тяжесть предстоящих боев была возложена на войска 21-й армии Чистякова, в которую передавались из 65-й армии основные силы артиллерии и гвардейских минометов. С утра 22 января наступление Донского фронта возобновилось. Противник упорно удерживал укрепления внутреннего обвода, но после мощных ударов артиллерии оборона немцев была прорвана.
23 января были захвачены аэродромы Гумрак и Сталинградский. Теперь снабжение войск в котле осуществлялось только парашютными контейнерами. Ни о какой эвакуации раненых больше и не было и речи. 24 января, на следующий день после потери последнего аэродрома, Паулюс докладывал: 44-я, 76-я, 100-я, 305-я и 384-я пехотные дивизии уничтожены. Ввиду вклинения противника на многих участках фронт разорван. Опорные пункты и укрытия есть только в районе города. Дальнейшая оборона бессмысленна. Катастрофа неизбежна. Для спасения еще оставшихся в живых людей прошу немедленно дать разрешение на капитуляцию. Но разрешение Гитлера вновь не последовало. К исходу 26 января части 21-й армии соединились в районе поселка Красный Октябрь и на Мамаевом кургане с наступавшими из Сталинграда частями 62-й армии Чуйкова. Противник в городе был рассечен на две части. Южную группу, остатки 9 дивизий во главе с Паулюсом, и северную, остатки 12 дивизий под началом генерала пехоты Штрекера в районе заводов Тракторного и Баррикады. 28 января южная группа противника была рассечена еще на две части. Теперь в Сталинграде образовались три изолированные группировки, продолжавшие вести безнадежную борьбу. В ночь на 31 января в комнату Паулюса, которая находилась в подвале универмага, вошел начальник штаба 6-й армии генерал-лейтенант Шмидт и подал ему лист бумаги со словами: «Поздравляю вас с производством генерал-фельдмаршала». Это была последняя радиограмма, полученная в котле от Гитлера. 31 января южная группа была вынуждена прекратить бессмысленное сопротивление. В этот же день сдался в плен и командующий 6-й армией вместе с генералами и офицерами штаба. Северная группа войск 6-й армии еще продолжала бессмысленное кровопролитное сопротивление. Из ставки Гитлера в эту группу был передан приказ сражаться до последнего патрона, умереть, но в плен не сдаваться. Советское командование решило по этой группе нанести мощный огневой удар. На 6-километровом участке были сосредоточены до 1000 орудий и минометов. 1 февраля лавина огня обрушилась на позиции врага. Командующий 65-й армией Батов в своих воспоминаниях писал: «И вот вся эта мощь загрохотала. Одновременно на противника обрушила бомбовые удары авиации. После 5 минут из блиндажей подвалов и из-под танков начали выползать гитлеровцы. Немецкие солдаты и офицеры сдавались в плен толпами, бросая оружие. 2 февраля северная группа войск противника капитулировала. Свыше 40 тысяч немецких солдат и офицеров под командованием генерала Штрекера сложили оружие. Боевые действия на берегу Волги прекратились. В ходе ликвидации окруженной немецкой группировки с 10 января по 2 февраля 1943 года войска Донского фронта разгромили 22 дивизии и 160 вспомогательных подразделений и частей усиления. Были взяты в плен 91 тысяча человек, в том числе 2500 офицеров и 24 генерала. Только убитыми немцы потеряли около 140 тысяч человек. Сталинградская битва завершилась блестящей победой Красной армии. Она положила начало коренному перелому не только в ходе Великой Отечественной войны, но и всей Второй мировой в целом. Фашистский блок потерял 1/4 часть своих сил, действующих на Советско-Германском фронте. Общие потери врага, убитыми, ранеными, пленными, пропавшими без вести, составили 1,5 миллиона человек, в связи с чем в Германии впервые за годы войны был объявлен национальный траур.